Неурегулированность миграционной политики, несовершенство миграционного законодательства, коррупция приводит к большому числу нелегальных мигрантов, криминализации их, в итоге к межнациональным конфликтам, напряженности. На миграционные процессы обращается особое внимание. Вместе с тем сложная демографическая ситуация в России, экономические задачи требуют массового привлечения трудовой рабочей силы. Согласно статистике, в последние 20 лет миграционный прирост в России компенсировал более половины естественной убыли населения. Без притока граждан бывшего СССР численность населения страны к 2011 году была бы на 7 миллионов меньше. Неизбежно возникает вопрос об оптимизации миграционной политики. В данной концепции, я считаю, это действительно большой шаг в развитии и нашей законодательной базы, определении стратегии миграционной политики, прописаны цели, принципы, задачи, механизмы осуществления государственной миграционной политики. Концепция представляет собой систему взглядов на содержание, принципы, основные направления деятельности в сфере миграции. Главными задачами государственной миграционной политики, согласно концепции, является создание условий и стимулов для переселения в Российскую Федерацию на постоянное место жительства соотечественников, проживающих за рубежом, иммигрантов и отдельной категории иностранных граждан, разработка, дифференцированность механизмов привлечения, отбора и использования иностранной рабочей силы, содействие развитию внутренней миграции, содействие образовательной миграции, поддержка академической мобильности, выполнение гуманитарных обязательств в отношении вынужденных мигрантов, содействие адаптации, интеграции мигрантов, формирование конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом, противодействие незаконной миграции. Что мы в итоге предлагаем для учета возможностей, активности, потенциала неправительственных организаций? Прежде всего, основными действенными формами НПО, направленными на повышение эффективности взаимодействия между органами власти и институтами гражданского общества в сфере миграции, являются формирование общедоступной системы оказания информационной и консультативной помощи, участие в организации дискуссионных площадок, организации проведения семинаров, круглых столов, тренингов, деловых игр, осуществление экспертной оценки проектов нормативных правовых актов, результатов правоприменительной практики, проектов, программ, участие в осуществлении мониторинга ситуации, правоприменении социальных практик, участие в обобщении, анализе и публичном распространении позитивного опыта реализации концепции, участие в осуществлении общественного контроля, тем более, что именно вот и в этих стенах разрабатывался законопроект о общественном контроле совместно с Советом по правам человека при президенте. И этот текст сейчас находится в Главном правовом управлении администрации президента. Мы надеемся, что все-таки в период осенней сессии текст законопроекта будет внесен в Государственную Думу. Хотелось бы сказать, что мы считаем, что организации, ведущие работу с мигрантами, существуют, есть позитивный успешный опыт в Москве и в регионах, но таких организаций явно недостаточно, и наша задача вот кругом единомышленников, профессионалов в этой сфере, добиваться увеличения численности и повышения профессионализма сотрудников данных организаций. В связи с этим мы с коллегами, с инициативной группой подумали о создании Координационного совета мигрантских сообществ и организаций, который объединил бы заинтересованных людей, организаций в регионах
И думаем о создании гражданского форума содействия развитию миграционной политики Российской Федерации. То есть это такие планируются ассоциации заинтересованных лиц, которые будут тесно взаимодействовать с органами власти для обсуждения выполнения концепций, выяснения проблемных моментов и их разрешения. Естественно, каждый день практически мы слушаем о инцидентах, которые происходят, либо дискриминация мигрантов, либо бытовые драки, которые перерастают в межнациональные, где участвуют мигранты, местное население. Мы видим по данным соцопросов, что постоянно фиксируется рост недовольства в отношении приезда мигрантов, нетерпимость, агрессия, злоба к мигрантам. С коллегами, в частности, вот с Маджумдером Амином мы вместе участвовали в одной из программ НТВ и были просто потрясены, как накачанный злобой зал просто скандировал, даже готов был просто выгнать из студии мигрантов, которые приехали из Таджикистана, Узбекистана и готовы были честно, добросовестно трудиться, рожать детей, но такая нетерпимость просто зашкаливает. И здесь очень важна грамотная правоприменительная практика, равенство перед законом, объективное применение законодательства и в отношении приезжих, и в отношении граждан России. И очень важны меры просвещения, образования на всех уровнях. Поэтому мы считаем, что концепция миграционной политики, к сожалению, пока неизвестна большинству населения. Нужно и работать по распространению этого текста, инициировать обсуждение этого текста, круглые столы, экспертные заключения с учетом местной, региональной ситуации. Ну и, конечно, важность грамотного правоприменения. В связи с этим рабочая группа при Генеральной прокуратуре, при Управлении по надзорам за выполнением антиэкстремистского законодательства в течение 2 лет работала над данным сборником «Межнациональные отношения без конфликтов». И здесь, помимо экспертных материалов, много документов законодательной базы России, Конвенции ООН, Совета Европы, ОБСЕ, в том числе касающиеся и вопросов противодействия дискриминации мигрантов, национальных меньшинств. И уже прошли у нас несколько таких презентаций этого сборника с сотрудниками Генеральной прокуратуры. В предисловии к сборнику написал заместитель генерального прокурора. И, в общем, такой вот особый статус книги дает основание, что все-таки она будет изучена, осмыслена и пригодится в практике нашим прокурорам, представителям исполнительной власти, госслужащим.